Вот, посмотрите, начинка стабилизировалась, она прекрасно держится, ничего у нас не разлазится. Снизу, посмотрите, тоже хочу вам показать, какой пирог. Вот, тоже все пропеклось, не размокло. Можно пробовать. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень простой пирог, который летом настоящая палочка-выручалочка. Его можно приготовить с любыми ягодами и фруктами. Здесь 140 граммов муки, добавляю 1 столовую ложку сахара, чайную ложку ванильного сахара, немножко соли для баланса вкусов и перемешиваем все, чтобы сахар распространился по всей муке. Теперь берем 90 граммов замороженного сливочного масла, обваливаем в муке и сахаре и натираем. Каждый раз вот так вот обмакивая в муку. Нам нужно сделать крошку. Если у вас есть блендер с чашей, то можно это сделать при помощи блендера. Будет намного проще и быстрее. Ну и так тоже тесто делается буквально за минуту. Мы натираем масло. Делаем такую крошку. Если она неоднородная, то ничего страшного. Добавляем сюда 2 столовые ложки ледяной воды. Видите, у меня прям лед здесь есть. Но можете просто взять очень-очень холодную. Буквально на пару минут ставите ее в холодильник, в морозильную камеру. И она будет прям такой, как нам нужно. Теперь нужно собрать тесто в ком. Если вы видите, что тесто слишком сухое, добавьте еще немножко воды. Но сейчас под действием тепла рук масло начнет таять и будет проще собрать тесто. Его не нужно вымешивать. Наоборот, чем меньше мы его вымешиваем, тем более рассыпчатым оно будет. Просто собираем в единый ком и готово. Тесто ставим в холодильник на 10-15 минут. Можно дольше, если у вас есть возможность. Я буду делать сегодня галету с абрикосами, но можно сделать абсолютно с любыми ягодами и фруктами. У меня здесь 300 граммов абрикос. Нарезаем на дольки. Можно взять персики, можно с яблоками, грушами, сливами. Все, что у нас есть летом, можно готовить такой быстрый пирог на слоеном вкуснейшем тесте. Посыпаем пергамент мукой, выкладываем тесто, его тоже посыпаем мукой и раскатываем. Где-то диаметр лепешки должен быть 30 сантиметров. Раскатала. Теперь посыпаю кукурузным крахмалом, половина столовой ложки. Это для того, чтобы сок, который у нас будет выделяться из абрикос, не размочил основу, а превращался в такой кисель. Выкладываем абрикосы. Духовку уже поставьте прогреваться до температуры 180 градусов. Я буду вот так по кругу выкладывать, внахлёст немножко. Посыпаю сверху сахаром. Здесь все зависит от ваших вкусовых предпочтений и, конечно же, от сладости или кислоты самих ягод или фруктов. Теперь эти края аккуратно поднимаем и подворачиваем. Тесто уже начало таять, но очень нежное. Края смазываем или желтком, или молоком, по желанию. Это я делаю для того, чтобы у нас сейчас лучше прилипли орешки. Если вы не будете посыпать орешками, то можно совсем ничем не смазывать и сразу выпекать в вот таком виде. Тоже будет очень вкусное тесто. Его еще сверху можно посыпать сахаром, чтобы была такая хрустящая сахарная корочка. Я буду делать с орешками, поэтому, чтобы они лучше пристали, нужно или молоко, или желток. Желток вообще в идеале. Теперь выкладываю орешки. У меня это миндаль. Можно даже так немножко придавливать, чтобы орехи лучше держались на тесте. Орехи можно абсолютно любые, по вашему вкусу. Ставим выпекаться на 30-35 минут в духовку, которая у нас уже прогрета до температуры 200 градусов. И
вот какой пирог у меня получился. Случилась небольшая авария, когда я хотела посмотреть, пропеклось ли дно. Он был очень красивым, вы видели в духовке. Но сейчас я все переделаю и покажу вам финальный результат. На этот раз я буду делать не с абрикосой, а со сливой. И вот посмотрите, очень быстро и просто я сделала второй пирог, какой он получился красивый. Один момент, запекайте его до румяности теста, потому что все духовки разные, я выпекала в этот раз 40 минут. Я дала пирогу немножко остыть, чтобы он стабилизировался, и теперь его очень легко и просто переношу на блюдо или на досточку. Теперь самое время отрезать. Получается тончайшее тесто и много-много любых ягод, фруктов. Еще раз прорежу, чтобы точно. Вот, посмотрите, начинка стабилизировалась, она прекрасно держится, ничего у нас не разлазится. Снизу, посмотрите, тоже хочу вам показать, какой пирог. Вот, тоже все пропеклось, не размокло. Можно пробовать. Супер вкусно, нежное, тающее во рту тесто и сочнейшая начинка. Но очень-очень вкусно. Обязательно пробуйте с любыми ягодами, пока сезон. Наслаждайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.